Сегодня третий день класса. Мы работали на лодочной станции в Гурзуфе. Чудесная погода, дети купаются. И на первой работе, которую демо я показывал, там дети в качестве стафажа на дальнем плане. Очень хорошо, когда в картине, в работе присутствуют люди. Она сразу оживает. Как писать стафаж людей в картине – это отдельная тема. Я уже говорил, что собираюсь сделать на эту тему такой фундаментальный урок. Чтобы вас заинтриговать, я скажу, что писать их нужно как часть пейзажа. То есть как бы условно, чтобы они не выделялись особенно. Я буду показывать, и вот в этой работе, которую я покажу в конце этого ролика, вы увидите, как это выглядит. Ребята работали вдохновенно, и второй раз попросили сделать на время этюды. Мы сначала работали 10-минутный, потом 5 минут, потом 4 минуты, опять 4 минуты, и, по-моему, еще раз 4 минуты. Это настолько заводит и раскрепощает, что я очень советую вообще так писать, но и в качестве упражнения делать такие работы на время. Прям ставить таймер и бах. Может быть, в группе с кем-то, это всегда интересно, весело. Потом обход, смотрим, у кого что получилось. Фактически нужно заложить отношения за это время и показать, что это энергия. Энергия цвета. Александр Александрович «Как победить комплекс стеснения». Я самоучка и ухожу в дальние уголки, чтобы никто не видел. А участие в выставках для меня проходит как какой-то кошмар. Хотя работы людям нравятся. Видите? Но мне кажется, что это лесть. Хорошо, стеснение, да? С девушкой, вы, например, хотите познакомиться. Конечно, лучше неприлюдно это делать. Куда-то уйти в дальний угол, чтобы никто не видел, и подарить ей букет цветов и сказать все, что вы думаете. По крайней мере, неприлюдно, правда? Хотя многие любят так в ресторане, чтобы все видели и громко что-нибудь прокричать такое. Конечно, это зависит от характера. Вы знаете, люди, которые проходят, они ведь думают, что художник особенно видит, они завидуют. У меня был случай, я как-то рассказывал, Витя у меня был на семинаре. Это один из первых семинаров, был в 2012 году, кстати, здесь, в Гурзуфе. И он писал, такая погода, такая легкая, такая, а у него там ультрамарин, кобальт, красное, синее, это очень мощно такое, как будто там вообще грозовая туча такая идет, да. И девушка поднимается с парнем, и, немножечко они, по-моему, были с бутылочкой пыла. Поднимается и посмотрела на Витин этюд, потом на природу, потом опять на Витин и кричит: «Серег, иди посмотри, какую он фигню», она крепче выразилась, громко, рисует. Все, конечно, полегли со смеху, и Витя тоже. Но когда в команде ты работаешь на людях, это как-то легче звучит. И не так страшно. Так что первая рекомендация: с кем-нибудь нужно спиной к спине прислониться, как самураи. И чтобы не заглядывали вообще даже в работу. И первый раз просто достаточно, кто-то подходит и начинает учить, как нужно рисовать. Как правильно. Как один дядечка подошел и говорит: «Нет, это я не понимаю». Он говорит: «Откуда ты это видишь?» Говорит: «Там же такого нет». И я ему сказал очень простую вещь. Я сказал, что я учусь, извините, пожалуйста. Он: тогда нормально. То есть, если человек учится, то к нему такое отношение, как, нормально все. Принимающее сразу. Нужно просто попробовать, хотя бы один раз. Конечно, не надо бросаться на людей, если они хотят выразить свое отношение к тому, что вы делаете. Кстати, еще один способ – сделать футболку с надписью, что я учусь, что-нибудь, там есть какие надписи: да, продаю, да, я художник, выпью, если нальете, что-нибудь там придумайте, какой-то текст на спине у себя, и будет очень классно. То есть текст, который отсекает любые разговоры
либо наоборот. На выставках у вас какой-то кошмар. Так и не нужно ходить вообще на открытие. Пусть оно само там выставляется. Но вы же для чего выставляетесь? Вообще, это же для того, это же обратная связь. Вам же интересно, как люди реагируют. И в конце концов, если вы задираете планку высоко, кстати, повесьте свою мысленную работу рядом, я не знаю, ну с кем? С Куинджи, с Репиным, с Левитаном. Ну вот как она вам? Если не очень, то надо просто достигать, работать над тем, чтобы было очень. Может быть, тогда выставлять, а не сразу. Ну нельзя же, например, недожаренную картошку, например, есть. Она невкусная, совсем невкусная, недожаренная. Нужно время, чтобы она сварилась в этой кастрюле, в этой врагу превратилась. Так и мы должны дорасти до того, чтобы выставляться. И далеко не каждые работы нужно показывать на выставках, а самые-самые лучшие, которые вы чувствуете, что вот здесь есть. И показывать разные работы. Ну, разные в том смысле, что и графику, и, понимаете, да, и гуашь, и масло, и по напряженности разные. Какие-то мощные, какие-то легкие. Как один мужчина говорил, я же ее все время акварелька, а жене своей рисовал. А ее же надо темперой. Ну, то есть вот разные картины. Пусть они будут небольшого размера, но искренность важна в живописи. Если искренне выполнены ваши работы, то обязательно найдутся люди, которые на этой же волне, которые просто честно вам скажут об этом. Мне кажется, все, кто подходит, выражают мнение, вот все, даже негативное, позитивное, являются посланниками, что ли. Они нам посланы, чтобы мы делали следующую работу еще лучше, либо здесь что-то исправили. Анастасия. Как писать этюд на пленэре, чтобы он был законченной картиной? Часто прихожу с пленэра домой и перерисовываю. То цвет не нравится, то тон, то вижу ошибки перспективы, формы. В чем ошибки? В чем ошибка? Невнимательность, торопливость. Ну почему? Торопливость, кстати, вот мы же на время писали. Минута, 3, 4, 5. Торопливость в живописи хороша, когда она положена на фундамент, на знание, куда ты бежишь. Путь, по крайней мере, дорожка. Если в чащу забежишь, ты просто быстро наткнешься на ветки и пропоришь красивое платье. Нужен путь. Кстати, о пути уроки мои в онлайн-школе. Вот реклама в качестве ее. И живые классы. Ближайший будет в июле месяце в начале. С 1 по 5 июля записывайтесь. А в школе скидки 10% на все уроки. Я буду еще записывать новые. Вот уже тут готовлюсь к этому. И, конечно, когда вы фундаментально подготовлены, о чем, кстати, 1, 13, 28 мои уроки, это фундамент, то вы можете писать и быстро, и медленно, вы осознанно пишете, вы не можете ошибиться, вы просто пишете ощущение. Оно совершенно может быть разное, яркое, и один и тот же мотив можно написать миллион количества раз, и все они будут разные. Даже при этом состоянии вы показываете разные ощущения. Вы пишете это, пишете свою экспрессию, фантазию, вот это мир, который вы создаете на картине. Вот сейчас он всегда новый. Как в речку нельзя дважды в одну и ту же войти, она все время течет, так и мы течем, изменяемся. Наше представление об искусстве, о том, что мы сегодня хотим, каждый раз новое, и поэтому новая живопись. Ну а как законченная картина, нужно поставить цель, что самая маленькая малышка – это законченное произведение. Там все на своих местах. Начинать нужно, как я представляю себе и рассказываю своим студентам, от пятна. То есть пятна должны быть так выстроены, пусть будет их, я не знаю, они за минуту, за 3 минуты, но они выстроены. Там никаких деталей особенных нет, но по пятну это так звучит, что ты не можешь оторваться. Вот это звучание нужно поймать, его нужно найти. Тогда любая картина, вот такусечка, за 3 минуты будет законченной. Отношение к этому просто более такое глубокое, с позиции
силы, с позиции профессионализма. Нужно его выстроить, этот профессионализм. Если есть сомнения, нужно их просто преодолевать. Пленэрный опыт должен быть большой, естественно. Ну, приезжайте, короче говоря, разберемся. Анастасия, если есть возможность, приезжайте. И второй момент, нужно делать много работ. Вот малышка, ну что 3 минуты. Если вы работаете на пленэре, скажем, 3 часа, ну сколько вы 3 минуток, 5 минуток сделаете? 100? Ну 100 сделайте. Так, чтобы они были не похожи друг на друга, чтобы было... Каждый раз вы смотрите, как сейчас какое новое решение могу здесь найти. И вы ищете, и кадрируете по-разному, и напряжение разное по цвету, и по тону, и так далее. Количество деталей. Вы все меняете, нарабатывается видение, широкое видение. Наша задача расширить это видение. Ну и тогда будет, конечно, кайф. Завтра мы едем писать глицинию в Никитский ботанический сад. Это будет 4-й день пленэра. Сегодня 9 мая. Настроение у меня совсем не праздничное, ситуация тяжелая. И помогайте друг другу, помогайте тем, до кого вы можете дотянуться. Это очень важно, чтобы не сойтись, не свихнуться в это время. Ведь можно и словом помочь, это тоже помощь. Если совсем нет никакой возможности, ну пишите, делайте что-нибудь, это спасет всех нас. И красота спасет мир, надо делать эту красоту. Весна в Гурзуфе. 32-й урок в моей онлайн-школе. Этюд на состояние, малый формат. Серьезная тренировка на расфокусированное видение. Зачем вообще это нужно? Для того, чтобы не увязать в деталях. Для того, чтобы не пересчитывать листочки или какие-то другие объекты. Для того, чтобы живопись была целостной. Для этого мы берем небольшой формат, 15 на 20, например. Можно даже меньше, 13 на 18. И учимся, замечая тонкие нюансы в природе, класть их на холст, класть их или на картон. Причем можно мастихином или большой кисточкой. Размер кисти или мастихина тоже дисциплинирует. Он дает возможность мыслить широко, широкими массами. И тогда мы находим точное сочетание между ними. И этюд начинает работать, звучать. Еще обратите в этом уроке на разные касания инструмента. Это могут быть легкие, или сильные, или средние. В зависимости от касания и количества краски на инструменте, ну, кисть или мастихин, зависит эффект. Урок очень важный, посмотрите его и не гонитесь за большими форматами. Их можно сочетать, и большой, ну, средний, да, и обязательно маленький. Такие этюды писать быстро, но ценность их может быть выше, чем у большой работы. 32-й урок «Весна в Гурзуфе». Малый формат. Поняла, в чем мое мучение. В чем? Потому что я в тени не вижу. У меня кисточки маленькие. Посмотрим, что тут. Он бросил кисточки раньше, естественно, у него всегда фора. Пять минут. Осталось минута 20 секунд.
И все, закончили.